Привратник вечности. Мы с моим миром идем за игрушкой. Энергия намерения. В предыдущей главе вы познакомились с принципами управления реальностью. Теперь поговорим о конкретных методах. Первым необходимым условием, без которого трансерфинг вообще невозможен, является наличие достаточно высокого уровня энергетики. Энергия бывает двух видов – физиологическая и свободная. Первую вы ощущаете как тепло, и физическую силу она вырабатывается в результате обмена веществ. Для поддержания физиологической энергии на должном уровне достаточно полноценно питаться, отдыхать и двигаться на свежем воздухе. Свободная энергия приходит из космоса, протекает по энергетическим каналам и проявляет себя как бодрость или жизненный тонус. Это и есть собственная энергия намерения, благодаря которой человек ощущает себя способным к активным, решительным действиям. Если вы тянете свою лямку изо дня в день, когда сил хватает только на исполнение рутинных действий, и главное ничего не хочется, тогда это свидетельствует о крайне низком уровне энергетики. Можно сказать, что свободная энергия и жизненная сила одно и то же. Молодость – это когда энергия намерения бьет ключом. Представьте себе старушку болезненного вида. Вот она ковыляет, кряхтит, ей с трудом дается каждое движение. А вот она неожиданно резко разбегается, делает упругие прыжки, высоко подскакивает и с победным воплем УЭС, рассекает воздух резким ударом руки. Это кажется невероятным, но это именно то, что захочет сделать старушка, если выведет свою энергию на должный уровень. Почему все свои лучшие творения человек создает в первой половине или трети своей жизни? Все дело в энергии намерения. Если ее поддерживать на должном уровне, то шедеврами можно блистать в любом возрасте. Жизненная и творческая сила атрофируется, когда человек перестает к чему-либо стремиться. Есть люди, которые глядят на мир равнодушными глазами. Они все знают, все испытали, и, похоже, это чувство пресыщенности им нравится. Для них весь этот мир словно вдоль и поперек исхоженный парк, где уже нечему удивляться. Они равнодушно ленивым голосом поучают других, показывая, что им уже все знакомо. Такие люди рано стареют. Не уставайте смотреть на мир широко раскрытыми глазами, и энергии будет больше, таково ее свойство. Если человек прекращает удивляться и стремиться к новым целям, тогда он не просто останавливается в развитии, он деградирует, то есть стареет. Жизнь – это процесс, в котором остановки быть не может. Есть движение либо вперед, либо назад. Такого состояния, как остановка и пребывание в неподвижности, в природе не существует. Даже скалы трансформируют свой облик. Чтобы активизировать энергию намерения, необходимо ее зацепить целью. Энергия разжигается установкой на активное действие. Получается своего рода петля обратной связи. Активное действие порождает намерение, намерение разжигает жизненную силу. Если сидишь и ничего не хочется, сделай хоть что-нибудь, вот и появится энергия. Иногда нужен какой-то начальный толчок, чтобы сдвинуться с места. Может показаться, что у вас мало энергии и ее нужно где-то добыть, однако это не так. В действительности энергии у вас навалом, она ведь приходит из космоса, и вы можете взять, сколько унесете. Дело в том, что вы уже взяли, сколько могли. Энергия никуда не исчезла, просто она уже почти полностью задействована. Вся титаническая мощность расходуется на поддержание грузов двух разновидностей. Прежде всего, это обязанности и ограничения, которыми вы себя обременили. Представьте себе такую картину. Вот вы взяли на себя обязанность, что-то сделать, на вас сразу же вешается тяжеленькая гирька. Поставили себе какие-либо условия, повесилась еще одна. Что-то себе или кому-то пообещали следующее. Сколько таких гирек у вас на шее? До тех пор, пока их не очень много, жить можно. Но однажды наступает момент, когда груз становится неподъемным. Тогда происходит срыв, загнанный в угол, человек заболевает, впадает в депрессию или с ним случается беда. Он начинает смотреть на мир напряженно, с недоверием и опаской. В результате чего реальность, как отражение мыслей, в самом деле приобретает все более мрачные тона, начинается черная полоса, которая может тянуться очень долго.
На втором месте стоит груз избыточных потенциалов. Придавая излишне важное значение различным вещам, вы сами себя отягощаете непомерной обузой. Это целая гора неподъемной поклажи. Чувство неполноценности, мне необходимо быть крутым, защищать и упрочивать свою значимость. Чувство вины, ответственности, я обязан отработать повинность, исполнить свой долг. Преувеличение сложности проблем. Мне предстоит большая работа. Сомнения и беспокойство тоже вечно гнетут. Очень многие вот так и идут по жизни, обвешанные со всех сторон грузами всевозможных обязанностей, незавершенных дел, жестких условий, намеченных планов и многочисленных целей. Цель активизирует энергию намерения, но лишь при условии, что она реализуется, а не висит в проекте. Нет ничего легче, чем запланировать какую-то работу, поставить условия и дать обещания. Следует только знать, что, скрепляя себя любым, самым незначительным обязательством, вы навешиваете на себя груз, который отнимает часть энергии намерения. С этим грузом вам предстоит двигаться дальше. Но и вдобавок ко всему одной из главных причин слабой энергетики является прозаическая зашлакованность организма. Все очень просто. Энергетические каналы сужаются, как в старой трубе, обросшей накипью, в результате чего поток энергии превращается в тонкую струйку. Отсюда и дефицит свободной энергии, который влечет за собой остальные проблемы. Здесь и плохая физическая форма, и низкая креативность, и болезни, и все, что из этого следует. Получается, из всей энергии, протиснувшейся сквозь узкие энергетические каналы, львиная доля идет на поддержание целой гирлянды бесполезных гирек. Тот жалкий мизер, который оказался в остатке, составляет всю наличность жизненного тонуса, из которого складываются бодрость, активность, жизнерадостность, оптимизм, желание всего и сразу, ощущение способности свернуть горы. Судя по своему состоянию, каждый может прикинуть, сколько этой наличности у него осталось. Едва ли найдется много состоятельных граждан. Таким образом, вся свободная энергия оказывается задействованной на целый ряд нереализованных потенциальных намерений, планов, которые только отягощают. Для того, чтобы освободить ресурсы, необходимо либо выбросить часть потенциальных намерений, либо запустить их реализацию. Обратите внимание, что вас гнетет. Если поразмыслить, от многих гирек можно без сожаления отказаться. Большинство из этих увесистых безделушек кажутся очень нужными, но что толку, если вы постоянно носите их с собой, а реализовать никак не можете? Например, я непременно должен быть лучше всех. Мне необходимо всегда быть на высоте. Я докажу всем и себе, чего стою. Я обязан пройти тот путь, который избрал. Мне нужна только победа, иначе я перестану себя уважать. Я не имею права на ошибки. Ну и так далее, типа бросить курить, выучить иностранный язык и вообще начать с понедельника новую жизнь. Согласитесь, все, что бесконечно откладывается на потом, бесполезный груз. Его нужно либо реализовать, либо выбросить, потому что он отнимает энергию, которую тратить зря просто глупо. Например, когда человек находится в процессе бросания какой-либо вредной привычки, на это отвлекается двойная порция энергии. С одной стороны, все равно приходится платить маятнику проценты по суде, а с другой, еще и нести тяжелую ношу повешенной на себя обязанности бросить. Такая канитель может продолжаться годами. Насилие над собой в любом случае нужно превратить в убежденность, то есть если отказываться, то по убеждению, а не по необходимости. Загоняя себя в угол волевыми методами, человек нагнетает еще большую напряженность, за которой неизбежно следует срыв. Поэтому целесообразно выбрать одно из двух: либо решительно реализовать намерение, либо сбросить с себя гирьку обязанности и ввести привычку в управляемое русло. Чем стрелять сигаретки и собирать бычки, лучше завести солидную трубку и покупать хороший табак. Чем шнырять по забегаловкам и выпивать за углом, лучше носить в кармане приличную фляжку. Это означает наладить со своим кредитором партнерские отношения. В результате вредный порог становится более умеренным и управляемым. Банк предоставит солидному клиенту льготные условия.
Не говоря уже о том, что привычка, отпущенная на свободу, приносит намного меньше вреда, чем та, которую ненавидишь, но не можешь оставить. Декларация намерения здесь усугубляет все дело. Но, конечно, это есть не самое лучшее решение проблемы. Прежде чем превращать вредную привычку в цивилизованную манеру, нужно очень серьезно с собой поговорить. Есть еще одна очень обременительная гирька учеба, в смысле зубрежка. Если намерение направлено на то, чтобы набить голову информацией, создается большая напряженность. Намерение в этом случае не реализуется, а нагнетается. Движения нет, есть только напряжение. Поэтому, хоть я и скажу прописную истину, но она стоит того, чтобы ее повторить. Нет никакого смысла запоминать информацию, это будет мертвый багаж, который отнимет неоправданно много сил на погрузку. Знания, в отличие от данных, усваиваются только в действии, на конкретных примерах, когда намерение реализуется. Например, если вы привыкли объяснять своим детям уроки, сделайте наоборот, пусть они вам их объясняют, сразу почувствуете разницу. Все дело в направлении намерения, его нужно переориентировать, пассивное превратить в активное. Ненужная гирька, требующая запоминания, сразу отвалится. А может быть, у вас имеется какая-то одна большущая гиря, от которой вы уже давно втайне подумываете избавиться, но никак не решаетесь. Представьте, какая появится легкость, если ее сбросить. Отпустите себя, дайте себе больше свободы. Составьте перечень ограничений, которые вас угнетают, и сбросьте их с плеч. Тогда сразу же освободятся резервы энергии намерения, что позволит двигаться дальше. Как уже говорилось, цель активизирует энергию намерения в процессе реализации. Лучше, конечно, отыскать именно свою цель. Если вам это удастся, тогда вопрос дефицита энергии, скорее всего, отпадет сам собой. Ведь душа и разум, воспрянув духом, с энтузиазмом помчатся к заветной мечте. Но если в данный момент вы не чувствуете в себе способности активно действовать, брать новые вершины, тогда нечего и пытаться искать свою цель. В таком случае велика вероятность, что маятники, воспользовавшись вашей слабостью, навяжут вам чужие цели. Чтобы отыскать свою, необходимо обладать достаточной степенью свободы, а это прежде всего свобода от обязательств перед другими и самим собой. И прежде всего для успеха этого дела необходимо освободиться еще от одной гирьки. Нужно позволить себе пока не иметь своей цели. Для ее поиска требуется наличие свободной энергии, вот чем следует заняться в первую очередь. Можно использовать 3 способа повышения энергетики. Освобождение занятых ресурсов, тренировка энергетических потоков, расширение энергетических каналов. Освобождая задействованные ресурсы, вы получаете ощутимый прирост силы. Раньше, если вы отдавали энергию маятникам, например, алкогольному, табачному, то теперь эта энергия в вашем распоряжении. Раньше вы расходовали энергию на озабоченность и беспокойство. Теперь эта энергия трансформировалась в решимость действовать. Раньше вы тратили энергию на колебания и сомнения, мучились вопросами о том, правильно ли поступаете. Теперь вы сами определяете, что для вас является правильным, а что нет. Раньше энергия уходила на переживания и обязанности, связанные с чувством вины. Теперь эта энергия свободна. Раньше вас мучила необходимость подтверждать свою значимость. Теперь вы позволяете себе жить в соответствии со своим кредо, и вам легко. Все прежние расходы превратились в доходы, в энергию намерения, с помощью которой вы можете формировать свою реальность. В первой книге трансерфинга уже говорилось о том, что энергия намерения подается тренировке. Как физические упражнения развивают мышцы, так достижение новых целей повышает уровень энергетики. Но когда все основные вершины взяты, а жизнь переходит в спокойное русло, энергия намерения атрофируется. Снижение уровня можно компенсировать энергетической гимнастикой. Принцип состоит в том, что, выполняя любые физические упражнения, следует фиксировать внимание на восходящем и нисходящем потоках, как было описано в первой книге. Если к этому еще добавить визуализацию процесса, когда вы прокручиваете в мыслях слайд о том, что ваша энергия намерения с каждым днем все больше возрастает,
то гимнастика становится гораздо эффективнее. Энергия намерения по индукции увеличивает сама себя. Если вы сегодня интенсивно тренируете свою энергетику, тогда на следующий день ждите последствий. Вы думаете, будет подъем? Как бы не так. Наоборот, полный упадок сил. Ведь если вы после длительного перерыва возобновляете интенсивные физические упражнения, то на следующий день все мышцы болят. То же самое происходит и с тренировкой энергии намерения. Только в этом случае вы испытываете не боль, а усталость и подавленное состояние. Вас это не должно беспокоить, потому что скоро все войдет в норму. Главное – заниматься систематически. Каждый день давайте себе установку «Моя энергия намерения с каждым днем все больше возрастает». Уже после нескольких занятий вы почувствуете такой подъем, что захочется буквально прыгать и летать. Ну и, наконец, самый прямой путь повышения энергетики – очищение организма и переход на питание натуральными продуктами без тепловой обработки. Почему? Это отдельная и далеко не тривиальная тема, она будет подробней рассмотрена в следующей книге. А пока для краткости можно провести такую аналогию. Энергия протекает в организме, как вода в трубопроводе. В чистом организме, как и в чистой трубе, напор воды сильней. Значит, очищение и поддержание чистоты в организме просто и естественно. Хотя можно поступить иначе. Прочистить трубу с помощью сильного напора воды. Таким путем следуют медитативные практики. Но это будет долго и сложно, а потому я предлагаю самый простой и прямой путь очищения физиологическое. Высокий уровень энергетики приводит человека в состояние, которое именуется вдохновением. В таком состоянии вы способны генерировать идеи, находить гениальные решения, создавать шедевры. Муза, как мотылек, всегда тянется к свету. Скептицизм и апатия свидетельствуют о низком уровне энергетики. При энергетическом дефиците вы всегда будете смотреть на мир с пессимизмом, что непременно отразится в реальности. Когда же у вас высокий жизненный тонус, вы транслируете в зеркало мира сильный образ преуспевающего человека, и тогда удача сама идет к вам навстречу. По этому поводу нужно сказать еще вот что. Вы могли заметить, что вдохновение порой ведет себя странным образом. Иногда бывают моменты духовного подъема, когда невозможное представляется возможным, но почему-то вскоре энтузиазм угасает и сменяется прагматизмом. Оптимистический костер быстро сгорает, и вокруг воцаряется прежняя унылая картина серого мира, в котором окрыляющие идеи начинают снова казаться безнадежными. Что толку от такого вдохновения, которое способно лишь воздвигать воздушные замки? Дело в том, что это вовсе не вдохновение, а эйфория. Данное состояние возникает при резком переходе от низкого уровня энергетики к высокому. Подобный переход случается при употреблении сильных стимуляторов или просто, когда некая необычная информация будоражит воображение. Аномальный всплеск энергии открывает сознанию доступ к секторам пространства вариантов, лежащих в большом отдалении от текущих, реализованных. Теоретически данные варианты тоже могут быть реализованы, но они находятся далеко от русла течения вариантов, а потому требуют больших энергозатрат. По той же причине идеи, казавшиеся блестящими во сне, после пробуждения гаснут. В сновидениях душа чаще всего залетает в области, имеющие очень мало общего с реальностью. По-настоящему реальные идеи рождаются только устойчивой энергией намерения. Причем лежат они недалеко от течения вариантов. Но для того, чтобы сознание вышло за рамки материального мира и дотянулось до этих идей, требуется либо особый дар, либо стабильно высокий уровень энергетики. Так что недостаток таланта вполне можно компенсировать. Энергия намерения дает человеку не только высокий жизненный тонус, позволяющий эффективно действовать в материальном мире. Гораздо интереснее другое: чем выше энергетика, тем быстрее желаемое воплощается в действительность. Энергия космоса, проходя через тело человека, модулируется его мыслями и приобретает упорядоченную форму. Точно так же радиопередатчик преобразует электричество в сигнал, несущий информацию. Получив информационную упорядоченность, энергия человека
подсвечивает соответствующий сектор пространства вариантов. В результате метафизический вариант получает свое реальное воплощение, на физической стороне дуального зеркала мысль материализуется. Очевидно, чем больше мощность излучения, тем эффективнее процесс материализации. Как вы знаете из предыдущей главы, реализация мыслей не происходит мгновенно, иначе наша жизнь была бы похожа на компьютерную игру в мире полного хаоса. Для формирования отражения необходим четкий образ, рожденный в единстве души и разума, или достаточно длительная целенаправленная концентрация внимания. Возможно, когда-нибудь изобретут материализатор пространства вариантов. Если, конечно, Бог позволит. Искусственный интеллект ведь до сих пор недосягаем и, наверное, так оно лучше, потому что неизвестно, чем это обернется. Для нас главное то, что мы способны превращать свои мечты в реальность. Высокая энергетика не означает применение силы. Чтобы эффективнее формировать слой своего мира, необходимо ощутить единство и даже тождественность с ним. Нужно по-новому взглянуть на окружающую действительность. Я владею своей реальностью, как своим телом. Войти с реальностью в одинаковый временный режим, не ждать мгновенных изменений, а быть спокойным, терпеливым и целеустремленным. Вы можете легко управлять телом, это для вас обычная вещь. Но есть люди, которые вследствие некоторых заболеваний утратили эту способность. Тело может выполнять неконтролируемые движения или вообще пребывать в парализованном состоянии и не слушаться намерения. Когда вы в смятении, ваше тело также не подвластно вам полностью. Например, у закрепощенного и стеснительного человека руки могут выполнять неконтролируемые движения. Нет единства души, разума и тела. Гораздо хуже складываются отношения между человеком и слоем его мира. Человек ощущает себя изолированным от окружающей действительности. Слой будто находится где-то вовне, он делает неконтролируемые движения, и кажется, что на это никак нельзя повлиять. Но стоит человеку ощутить единство со своим миром, и он обретет способность управлять им, как своим телом. Эта способность полностью атрофировалась, но ее можно восстановить. Для этого необходимо приучить себя постоянно обращать внимание на окружающую обстановку, ощущать себя частью этого мира, находиться в его контексте, искать те связи, которые вас с ним соединяют. Другими словами, быть отдельной частицей мира и одновременно раствориться в нем. Не стану скрывать, что эта задача не из легких. Этому нельзя научить. Человек может обрести единство с миром лишь путем своего повседневного опыта. И путь этот может оказаться длиною в жизнь. Поэтому для тех, кого не привлекает трудоемкая практика духовного совершенствования, имеются простые и доступные инструкции. Дело вот в чем. Вы не всегда получаете желаемое немедленно, но в любом случае вы получаете только то, на что направлено ваше намерение. Например, если вам требуется мышечная масса, внимание должно быть сосредоточено на слайде, в котором мышцы растут. Если нужно похудеть, все мысли должны быть о том, как тело становится все более стройным. Если ваша цель повысить энергию намерения, вам необходимо сконцентрироваться на энергетических потоках и оболочке. Ну а если намерение никуда не направлено, вы ничего и не получите. Выполняя упражнения бесцельно, вы напрасно тратите время и силы. Когда внимание сосредоточено не на цели, а на усилии, тогда просто расходуется физиологическая энергия и только. Ведь усилие – это путь к цели, средство ее достижения. Так вы будете находиться все время в пути, поскольку зеркало отражает лишь то, что содержится в образе. У детей энергия бьет ключом, но она неуправляема и бесполезно распыляется в пространство. Точно так же, если вы доведете свою энергию намерения до высокого уровня, но не дадите ей четкого направления, она будет бесполезна. Простая лампочка может осветить только близлежащее пространство. Узконаправленный же луч лазера бьет на многие километры. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша энергия работала, необходимо придать ей четкую направленность на цель. Целеустремленность направляет энергию намерения в строго определенную сторону. Необходима концентрация не напряжения, а сосредоточенность. Обычно мыслемешалка работает сама по себе.
Идеи рождаются и гаснут бесконтрольно, мысли скачут с одной темы на другую. Разум сучит ножками, как младенец. Чтобы управлять реальностью, нужно стремиться держать свои мысли под контролем. Поначалу это немного напрягает, но потом входит в привычку. А для того, чтобы выработать такую привычку, достаточно выполнять одно простое правило. Приучайте себя думать о том, чем занимаетесь в данный момент. Ничего не делайте просто так, бездумно, плавая в аморфном киселе неуправляемых мыслей. Провозглашайте декларацию намерения. Это не значит, что надо постоянно быть в готовности номер один. Отпускайте размышления в дрейф сколько угодно, но делайте это намеренно, по принципу: если мой разум блуждает, то лишь потому, что я позволяю. И также намеренно возвращайтесь к сосредоточенному состоянию, когда это необходимо. В общем, суть состоит в том, чтобы образ ваших мыслей по большей части содержал картину, которую вы хотели бы видеть в отражении дуального зеркала. Таким образом, для достижения цели не обязательно находиться в идеальном состоянии органичного единства с миром, а достаточно систематически фиксировать внимание на целевом слайде. Управляя ходом своих мыслей, вы подчиняете реальность своей воле. Неважно, что мысли то и дело выходят из-под контроля. Главное – заиметь обыкновение возвращать их в русло целевого слайда. Когда по привычке ваши мысли снова и снова возвращаются к цели, слайд становится постоянным спутником, его картина всегда находится в фоне, в контексте всего происходящего с вами. В таком случае можете не сомневаться, образ будет сформирован, и зеркало мира неизбежно отразит его в реальности.